Всем привет! С вами канал со сложным названием. В этом обзоре мы поговорим об альтернативе гелику, только от китайского производителя Bike, и по цене, которая намного ниже, чем у немцев. В дизайне внедорожника Bike BG80 чувствуется индивидуальность. По крайней мере, так пишут китайские новостные порталы. Ну а на самом-то деле любой заметит, что это на 99,9 копия немецкого Mercedes-Benz G-класса, но он стоит в 10 раз дешевле оригинала. Концерн Bike разработал клон Mercedes G-класса еще в далеком 2011 году. Причем изначально это был армейский вездеход, но в 2016 году начался выпуск облагороженных гражданских машин. Простой и сравнительно недорогой Beijing BG80 сразу не получил должного успеха. Касаемо внешнего вида, то китаец получил аналогичные габариты, форму большей части деталей, а также декоративные элементы. Габаритные размеры внедорожника составляют: длина 4765 мм, ширина 1955 мм, высота 2005 мм, колесная база в 2800 мм и дорожный просвет 215 мм. BG80 выпускается с алюминиевыми легкосплавными дисками с резиной 275 на 50 с 20 диаметром. От немца китаец отличается разве что спереди. Тут можно заметить менее агрессивную и более низкую морду квадратной формы. Так же как и у Гелендвагена, сверху здесь можно наблюдать выпирающий капот, украшенный ступенчатым рельефом. Разве что выпирающие поворотные сигналы китайцы не скопировали. Бампер украшается прямоугольной радиаторной решеткой. По бокам от решетки расположились квадратные углубления, включающие в себя круглую головную оптику с ксеноновым наполнением, фары ближнего света, а также поворотные сигналы, которые тоже имеют круглую форму, но только куда меньше размерами. Ниже расположились противотуманные фары. Профиль машины схожи тут как по форме, так и по декору. Выделяются огромные двери, украшенные ступенчатым рельефом, встроенными прямо в них окнами и хромированными ручками. Не сильно отличается и задняя часть автомобиля. Задок тоже располагается полностью под прямым углом к дороге и имеет квадратную форму. Можно увидеть чехол для запасного колеса и вертикальные габаритные сигналы, но на внешнем виде сходство с Гелендвагеном и заканчивается. Дизайн интерьера включает в себя отделку из натуральной кожи, ткани и пластика. Мультифункциональное рулевое колесо получило отделку натуральной кожи. Передняя панель получилась весьма солидной. Интересным решением является вставка из натурального дерева, протянувшаяся вдоль всей передней панели. В остальном дизайн интерьера машины вполне достоин положительных оценок. Мягкие пластики, натуральная кожа, применяемые для отделки, неплохая звукоизоляция, сиденья, которые обеспечивают удобную посадку, придают просторному салону машины необходимый уровень уюта и комфорта. Начальное оснащение внедорожника предполагает установку систем бесключевого доступа и пуска силового агрегата нажатием кнопки. В помощь водителю предлагаются камера заднего обзора, датчики парковки, датчики уровня давления в шинах, несколько современных систем активной безопасности. Кроме того, покупатель внедорожника получит салон с отделкой из натуральной кожи, литые диски, люк и многие другие полезные вещи. Более дорогие версии исполнения Bike BG80 продадут с наличием таких опций, как электрическая регулировка кресел водителя и пассажира, подогрев задних сидений, электрический привод и подогрев наружных зеркал, современная климатическая установка с раздельными зонами обогрева, а также передовая аудиоустановка на 10 или 8 динамиков. Силовым агрегатом оказалась бензиновая турбочетверка объемом 2,3 литра, 250 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента с 6-ступенчатым автоматом. Но теперь 80-ки добавили мощи, и она доступна еще и с бензиновым турбомотором V6 объемом 3 литра, который выдает 280 лошадиных сил и 420 ньютон-метров крутящего момента. Во всех исполнениях он оснащается полным приводом. Современный рамный внедорожник Bike BG80 2021 года, несмотря на свою квадратную форму, обладает неплохой управляемостью. Безусловно, маневренность у машины посредственная вследствие крупных габаритов и не лучшей аэродинамики. Однако это никак не отражается на комфорте, который можно испытать при передвижении на авто. Спереди ставится независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости
и дисковые вентилируемые тормоза. Сзади используется многорычажная полузависимая подвеска, дисковые вентилируемые тормоза и стабилизатор поперечной устойчивости. До первой сотни модель разгоняется за 7,5 секунд или же за 8,5 секунд, в зависимости от выбранной модификации. Максимальная скорость составляет 220 км в час. Производитель уверяет, что средний расход топлива на 100 км пробега составляет 10 литров, что является вполне хорошим результатом. Цена на данный образец в базовой версии 35 тысяч евро. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о гелике из Китая в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с dachaclubmd.ru.